Привет, друзья! В этом видео я решила приготовить сливочный чизкейк Орео. Он настолько простой, что получится даже у новичка. Занимает немного времени, так как готовится без выпечки, но обязательно покорит всех своим нарядным видом. Это один из моих первых тортов, который я научилась готовить. Я покажу вам его поближе, чтобы вы увидели, сколько мелких пузырьков внутри торта. Он невероятно нежный, легкий, сливочный, и что мне особенно нравится, он в меру сладкий. Я буду готовить торт в форме диаметром 16 см и высотой 8 см. Начну с того, что подготовлю печенье Орео. Одну часть для начинки, другую для коржа. Для начинки порублю печенье на небольшие кусочки. Слишком мелко измельчать не стоит, так как кусочки придают вкусу торта свою особенную текстуру. Для коржа разделю печенье на половинки и счищаю белый крем. С помощью блендера смалываю шоколадное печенье в мелкую крошку. Добавляю растопленное сливочное масло и хорошо перемешаю. Я заранее подготовила форму, выложила на дно пергамент, а по бокам пленку. Выкладываю массу на дно формы и равномерно утрамбовываю с помощью ложки, создавая корж. Важно, чтобы края были той же толщины, что и середина. Убираю корж в морозилку примерно на 20 минут. А теперь начну готовить сливочную основу чизкейка. Первое, с чего нужно начать, это замочить желатин в холодной кипяченой воде. Я замачиваю согласно инструкции на упаковке. Желатин должен взять всю воду, масса станет рыхлой. В дежу миксера добавляю творожный сыр, и он обязательно должен быть комнатной температуры. Я заранее вытащила его из холодильника за пару часов до приготовления торта. Всыпаю сахарную пудру и вливаю холодные сливки жирностью 33%. Ставлю взбивать сначала на низких оборотах, а затем, когда масса объединилась, увеличиваю до максимальных. Масса должна стать очень пышной и однородной. Белый шоколад нагреваю в микроволновой печи небольшими импульсами по 10-15 секунд до момента, когда шоколад полностью растворится и станет однородно жидким. Добавляю к шоколаду 2 столовые ложки мусса. Хорошо перемешаю. И вливаю растопленный желатин. Снова хорошо перемешаю. Вливаю шоколадную желатиновую массу к взбитому муссу. Венчиком перемешиваю. Важно сохранить воздушность и пористость мусса. Добавляю ломтики печенья Орео и перемешиваю лопаткой. Выливаю мусс в форму для торта, разравниваю и убираю в холодильник на стабилизацию на 6-8 часов. А теперь приготовлю помадку. В чаше соединяю темный шоколад, сливочное масло и сливки. Прогреваю импульсами в микроволновой печи по 10-15 секунд, хорошо перемешиваю. Должна получиться вот такая глянцевая помадка. Торт извлекаю из формы, убираю пленку. Маленькой чайной ложечкой выливаю глазурь на торт, создавая вот такие подтеки. Убираю торт в холодильник, чтобы помадка немного подстыла, и приготовлю крем для декора. Я взбиваю сразу на несколько тортов, поэтому взбиваю его в кухонной машине. Но если вы готовите один торт, то крем лучше взбить ручным миксером. Мягкое сливочное масло и сахарную пудру взбиваю до бела, примерно 5-7 минут. Добавляю творожный сыр и взбиваю до пышной массы еще 3-4 минуты.
Вот такой крем должен получиться. Он очень устойчивый, и из него получаются очень красивые кремовые шапочки. Декорирую торт. Из фигурной трубочки отсаживаю кремовые шапочки и украшаю печеньем Орео. Очень советую вам его приготовить. Он несложный, но очень вкусный и невероятно нежный. Это отличный торт для праздника или детского дня рождения. Уж не знаю, что магического в этих печеньях, но дети его просто обожают. Всем хорошего дня и приятного чаепития. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать еще больше вкусных и интересных рецептов.